Всем привет, друзья! Меня зовут Камила, добро пожаловать на мой канал. И это видео будет максимально расслабленным, такой уютный домашний влог. Когда я снимала видео о книгах про Темную Академию, там я упоминала 3 книги, и все они меньше 300 страниц. И тогда я подумала, почему бы не снять 24 часа чтения, тем более я раньше такое видео никогда не снимала. Что это за книги? «Сепаратный мир» Джона Ноулса, 258 страниц, «Пикник у висячей скалы», 257 и «Confessions», «Признание» Каная Минато, 206 страниц. Несмотря на то, что я каждый месяц выбираю книги на чтение, у меня есть список книг, которые я хочу прочесть за год, я все-таки считаю, что чтение должно приносить удовольствие, и не нужно впихивать в себя книги, иначе все теряет смысл. Поэтому я буду читать в своем обычном темпе, не буду стараться читать быстрее, чтобы прочесть как можно больше. Нет. По этой же самой причине я не буду читать ночью. Я, конечно, люблю книги, но сон я люблю больше. Поэтому ночью я читать не буду. Как же будет проходить марафон? Я буду засекать время, когда я начала читать книгу, и буду останавливать таймер, если буду прерываться на какие-то посторонние дела. И по итогу, когда наберется 24 часа, марафон будет закрыт. Сколько успела прочесть, столько успела. Я думаю, я надкушу у каждой книги по чуть-чуть, по 100 страниц. Ну, посмотрим. По ходу чтения будет ясно. Сейчас 10 часов утра. Давайте читать. А у нас пасмурно и идет дождь. Идеально, чтобы провести целый день в компании книг. Небольшой апдейт. Я сейчас на 109 странице, и мне пока нравится. Здесь такой легкий текст, особо не затейливый. Страницы пролетают с неимоверной быстротой. Книга читается легко, что не может не радовать. Здесь у нас в центре сюжета закрытая школа для мальчиков в Нью-Гэмпшире. Летний семестр, это лето 1942 года. И здесь у нас двое друзей, Финиас и Джин. Им по 17 лет, они предпризывного возраста. Финиас такой заводила, душа компании, спортсмен. Он вечно что-то придумывает, какие-то игры, развлечения. Он лидер по своей натуре. Он легко ведет однокашников за собой, он ими руководит. И Джин у нас такой тихий, который везде следует за Финиасом, во всем его поддерживает, участвует во всех его играх, которые бы тот не придумал. Но при этом Финиас увлечен только спортом. У него слабые оценки и успеваемость, а Джин наоборот. Не сильно он любит спорт, он больше
увлечен учебой и старается получать хорошие отметки, и у него это получается. И тут у нас такое некое незримое противостояние, когда двое друзей, один из них лидер и ведущий, другой ведомый, и один зависим от другого, и у нас такая как бы зависть происходит между двумя друзьями. Финиас завидует Джину и его хорошим отметкам, а Джин завидует Финиасу и тому, какой он яркий, легкий на подъем, как он умеет всех очаровывать, как к нему прислушиваются даже учителя, как он является такой душой компании. И пока я не могу сказать, что там происходит, это будет спойлером, но пока у нас такое идет противостояние между двумя друзьями. Я сейчас на 177 странице и думаю, уже буду дочитывать книгу до конца, потом приступлю к следующей. И одно могу сказать точно, книга оказалась гораздо глубже, чем я думала и ожидала. Я дошла до того места, когда тихий, закрытый мирок частной школы разбивается о Вторую мировую войну. И мальчишки находятся в таком подростковом возрасте, когда они думают о войне как о нечто таком увлекательном, как о каком-то приключении, что они наконец-то избавятся от скучных уроков латыни и ворвутся во взрослую жизнь. И они думают, что война — это нечто такое увлекательное, но со временем их иллюзорные представления о войне разбиваются о суровую реальность. Они понимают, что война — это нечто страшное, нечто ужасное, что это отнюдь не какое-то увлекательное приключение и далеко не что-то такое героическое. Война — это на самом деле ужасно и страшно, и совсем не так, как они себе представляли. И дружба Финиаса и Джина тоже оказывается намного глубже. Там помимо зависти такая взаимная привязанность, когда они не могут друг без друга. Есть момент в книге, где Финиас, как только услышал, что Джин хочет завербоваться в солдаты, его охватил такой ступор и страх того, что он может потерять Джина. И там такой сложный микс из взаимной привязанности, братской, дружеской любви и зависти, и некий такой соревновательный момент тоже присутствует. В общем, все оказалось гораздо сложнее. И один Финиас не верит в эту войну, он считает, что все это ложь, что все это неправда, что война там кто-то ее придумал. У него есть на то свои причины, какие я не буду озвучивать, это будет спойлером, но он тоже травмирован тем событием, которое произошло, о котором я тоже не могу упоминать, чтобы не проспойлерить. Финиас и Джин проходят через сложные такие эмоциональные потрясения, и то, как это описывается в книге, очень здорово. И классно, когда ты ничего не ожидаешь от книги, а потом получаешь гораздо больше. В общем, пока мне очень нравится книга. Посмотрим, чем все закончится. Закончу читать, приступлю я думаю, к пикнику у висячей скалы.
С утра шел дождь, а сейчас выглянуло солнышко. Я решила сделать небольшой перерыв в чтении и сделала себе горячий шоколад с зефирками. Пахнет божественно. Ну что, давайте попробуем. Вкуснятина. Я сделала этот горячий шоколад на шоколадном овсяном молоке. Добавила еще дольку 80% горького шоколада. Добавила сверху зефирок и посыпала еще сверху какао. Зефирки подтаяли. Очень вкусно. Обязательно приготовьте себе такую вкуснятину и cheers! Сейчас 9 часов вечера, и я закончила читать «Сепаратный мир» Джона Ноулса. Это заняло у меня 4 часа 31 минуту. А реакцию на финал книги вы могли только что наблюдать. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Прошу прощения за мой внешний вид. Я только что приняла душ. Я предупреждала, что этот влог будет максимально домашним. И сейчас я начну читать «Пикник у висячей скалы». Буду читать до того момента, пока не захочу спать. Сейчас 1:30 ночи, я прочла 167 страниц, это заняло у меня 2 часа 36 минут. И могу сказать, что пока ничего не понятно по сюжету. Из 17 глав я прочла 10, и пока есть только такие некоторые намеки на мистику в виде видений и кошмаров у героев. Пока на этом все. Посмотрим, что будет завтра, когда я дочитаю эту книгу. Надеюсь, концовка меня потрясет. На этом на сегодня все. Увидимся завтра и спокойной ночи. Доброе утро, друзья! Второй день марафона 24 часов чтения. А сейчас 8:30 утра. Мне осталось 1,5 часа до окончания. В 10 я заканчиваю читать. Посмотрим, сколько я успею прочесть за это время. Мне осталось дочитать «Пикник у висячей скалы». И посмотрим, успею ли я начать «Признание». Сегодня замечательная погода. Выглянуло солнышко. Давайте читать. Ура, ребята, я закончила читать. Я официально объявляю свой первый марафон 24 часа чтения закрытым. Время вышло. Я дочитала «Пикник у висячей скалы». Это заняло у меня 1 час 26 минут. И там буквально оставалось 4 минутки. Я даже не стала начинать 3-ю книгу, но я полностью прочла 2 книги, что я считаю довольно неплохой результат для первого раза.
Позднее я расскажу свои полные впечатления об этих двух книгах и приведу статистику, где посчитаю время, сколько из 24 часов я потратила именно на чтение. Пока расскажу свои впечатления по горячим следам. Понравился ли мне роман «Пикник у висячей скалы» Джон Линси? Нет, не совсем. Он оставил довольно смешанные чувства, потому что в книге открытый финал. Я ожидала прочесть развязку до самой последней главы, но не суждено. Джоан Линси дает нам только такие намеки, а дальше, мол, догадывайтесь сами, что там на самом деле произошло. Я не люблю такой тип открытых финалов, когда непонятно вообще, зачем автор это сделал. Она оставила кучу вопросов и не дала нам абсолютно никаких ответов. Ну да ладно, что есть, то есть. Если в книге атмосфера Темной Академии, которую я люблю, не совсем, за исключением некоторых описаний жизни девочек в школе, но их мало. Зато есть в книге мистика. В этом плане она соответствует теме Темной Академии. Книга наполнена атмосферой такой сонливости, неторопливости. Герои страдают бессонницей, им приходят ночью видения и образы. В этом плане мистика присутствует. Автор не дает нам никакой информации, что же произошло с главными героями, зато она вдоволь описывает жизнь второстепенных героев и даже их далекое будущее, что с ними произошло в старости. Опять-таки непонятно зачем. Вот какие-то такие смешанные чувства оставил у меня этот роман. Посмотрим, я дам себе немножко времени, чтобы впечатления устаканились, поразмышляю, обдумаю. Может быть, мое мнение поменяется. Роман читается легко, быстро. Кому могу посоветовать этот роман? Если вы любите готические романы, если вы любите романы, которые описывают викторианскую эпоху, эти девушки в кринолинах, в корсетах, в перчатках, чаепития, пикники, в общем, званые обеды. Если вы любите всю эту антураж и атмосферу, то можете смело читать эту книгу, там этого вдоволь. Вот такими были пока первые впечатления от романа. Позже я расскажу о двух книгах поподробнее. Итак, ребята, пришло время подвести итоги моего марафона 24 часа чтения. Я прочла две книги. Первую книгу «Сепаратный мир» Джона Ноулса я прочла за 4 часа 31 минуту. А на вторую книгу «Пикник у висячей скалы» Джоан Линси у меня ушло 4 часа 2 минуты. В общем, из 24 часов 8 часов 33 минуты я провела за чтением. Давайте теперь я поподробнее расскажу и поделюсь своими впечатлениями о каждой из этих книг. «Сепаратный мир» — это дебютный и самый известный роман американского писателя Джона Ноулса. Он был опубликован в 1959 году. Джон Ноулс учился в Йеле и 8 месяцев в 1945 году, уже ближе к окончанию войны, служил в ВВС США. Прототипом Девонской школы, в которой происходит все действие романа, послужила реальная школа, Академия Филлипса, которая находится в Эксетере, в Нью-Гэмпшире, так же, как и Девонская школа, и в которой учился сам Джон Ноулс.
Это школа с богатой историей. Она была основана в 1781 году купцом Джоном Филлипсом и его женой Элизабет. И это старшая школа для мальчиков, частная и привилегированная. Она была школой для мальчиков вплоть до 1970 года, и там учились будущие президенты Америки. Там учился сын Авраама Линкольна, и на секундочку, это интересный факт, ее закончили Марк Цукерберг и писатель Дэн Браун. То есть вы понимаете, да, какая школа, с каким уровнем. И во многом черты этой школы нашли свое отражение в романе. Хотя роман не автобиографичен, многие факты из жизни самого Ноуэлса отражены в романе. И персонажи Финиаса и Бринкера, еще один ученик школы, списаны с реальных людей. «Сепаратный мир» — это история о взрослении, coming of age story, да? Это история о дружбе Финиаса и Джина, как я уже говорила, и даже если в ней присутствует элемент зависти, да, в ней нет какой-то агрессии, ненависти, злобы. Это история о такой теплой дружбе, о братских таких отношениях. И этот роман о расставании с иллюзиями, о сожалении по ушедшей юности, о прошедших временах. Этот роман для меня лично оказался пацифистским, потому что кроме истории взросления здесь есть именно такое столкновение молодых людей со Второй мировой, как они ее переживают. И там есть мотив о такой бессмысленности и ненужности войны. И роман начинается с лета и заканчивается зимой. Это очень символично, потому что роман начинается радостно, это беззаботное лето, персонажи играют, развлекаются, плавают, загорают, и ближе к концу, когда наступают холода, персонажи взрослеют, и им приходится сталкиваться с реальностью. И зима — это как бы символ взрослой жизни. И как только ученики уезжают на каникулы, наступают холода, школа пустеет, и это такой некий символ взросления, как я уже сказала. Многие после выхода романа писали, что Финиаса и Джина связывает нечто большее, чем просто дружба, что в романе есть намеки на гомосексуальность, гомоэротичность. Сам Джон Ноулс писал, что он не подразумевал такие отношения, что Финиаса и Джина связывает именно крепкая дружба. И он сам говорил, цитирую, что если бы между ними были такие отношения, это была бы уже другая история, и в то время, и в том месте они бы вели себя совершенно по-другому. И, цитирую, он сказал: если бы я захотел написать что-то подобное, я бы вставил обязательно такие сцены в роман, но этого там просто нет. За это ему большой респект и уважение, за то, что он не побоялся высказаться так откровенно в то время на этот счет. Роман очень классный, роман мне понравился, и не зря его проходят в американских школах. Она включена, эта книга, в программу по американской литературе. Я обязательно советую всем этот роман, он очень крутой. И вторая книга,
«Пикник у висячей скалы» Джоан Линси. Джоан Линси — это австралийская писательница и художница. Она так же, как и Джон Ноулс, училась в частной школе для девочек, и она прославилась именно этим романом «Пикник у висячей скалы». Я после того, как сняла первое впечатление, полезла читать в интернете об этом романе, и оказывается, что именно по настоянию издателя Джоан Линси убрала последнюю главу, в которой рассказывается, что же там произошло с девочками. Именно издатель настоял на том, чтобы оставить роман с открытым финалом, на таком клиффхенгере, да, то есть на самом интересном месте, чтобы еще больше подогреть интерес читателей и чтобы еще больше эту книгу раскупали. Я, узнав об этом, испытываю такое некое чувство вины по отношению к авторке, потому что это была не ее идея, но позже этот роман был напечатан в 1967 году, а последнюю главу напечатали лишь в 1987, то есть через 20 лет после первой публикации романа. И эту последнюю главу можно найти в интернете. Я ее прочла, и особое впечатление у меня эта глава не поменяла. В чем же суть этого романа? Как я уже говорила, по сюжету девочки на День Святого Валентина отправляются на пикник и пропадают вместе с одной учительницей. И что же там происходит, мы читаем, точнее, мы не знаем, что же там происходит на протяжении всего романа, и узнаем только в последней главе. Так как писательница сама из Австралии, как мне показалось лично, она этой книгой хотела выразить любовь к своей родной земле. И эта книга некая такая ода самой Австралии, потому что здесь очень много описаний этого континента. Это австралийская жара, это красноватая пыль. Так как девочки едут на пикник и останавливаются возле совсем дикой местности, там много описаний густых лесов, зарослей, ручьев, равнин, самой этой висячей скалы близлежащей местности, описание живности, пауков, ящерок, которые греются на валунах на солнце. Упоминаются несколько раз эвкалипты, и герои несколько раз встречаются с кенгуру. В общем, немаловажную роль в романе играет сама Австралия. Я позже прочла, как я уже сказала, последнюю главу, но мнение оно мое о книге не поменяло. То, что там описывается, и то, что произошло с девочками, это из рода какой-то фантастики. К сожалению, для меня книга оказалась совершенно проходной. Очень какими-то отдельными моментами отдаленно напоминает «Женщину в белом» Уилки Коллинза. Но если «Женщина в белом» — это чтение на 5, то для меня «Пикник у висячей скалы» — это вот 3, твердая 3. Если вы любите викторианскую такую эпоху, готические романы с таким налетом Австралии, то можете читать эту книгу. Книга написана хорошо, надо отдать ей должное, но по сюжету мне она не зашла, к сожалению. Вот такими получились итоги моего марафона 24 часа чтения, и такими были мои впечатления о этих 2 книгах. Мне понравился такой формат, мне понравилось полностью погрузиться в чтение, ни на что не отвлекаясь. Было интересно, нужно будет как-нибудь обязательно повторить.
Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих и пока-пока.